Привет, буду начинать новую торговую сессию. Сегодня рынок у нас нисходящий, и это довольно-таки необычно, потому что в последнее время мы находимся на бычьем рынке, и обычно монеты у нас росли и искал ситуации в восходящем тренде. Но нужно смотреть и на такие, точнее торговать и в такие дни, потому что это, как мне кажется, ценный опыт, и будет интересно посмотреть сделки на таком рынке. Начинаем мы сейчас с баланса в $1070. Точнее, я должен был вчера вывести $35 профита, потому что раз в неделю, я повторюсь, вывожу половину профита, который я заработал за неделю. Я должен был вывести 35, но там нужно один день подождать для вывода. Поэтому $35 я выведу завтра. И сегодня начинаем с такого баланса. Но риски также я буду делать раз в неделю перерасчет рисков. И риски у меня будут начинаться вот на этой неделе с 1035. То есть примерно 35 я выведу, 35 у меня останется. И начинаем эту неделю с расчета, что 1,5% стоп-лосс у меня от 1035. И 5% на всю торговую сессию я могу максимум рисковать. Открыл новую сделку. Тут, правда, я зашел на большой объем и получилось поставить только короткий стоп. Нужно было зайти на объем чуть поменьше, чтобы стоп поставить чуть дальше. Но в любом случае заходил я здесь с логикой такой, что монета очень сильно упала. И после этого не происходит никакой откат. Мы начали стоять на одном месте и понемножечку поджиматься вниз, как будто движение будет продолжаться. На этом фоне мне показалось, что у трейдеров также есть возможность поставить короткий стоп-лосс за ближайшие максимумы и потенциально заходить по тренду вниз. На этом фоне я открыл против них лонговую сделку и попытаюсь взять какой-то импульс вверх процента на 2 движения. Подходит у нас очередной раз к тейк-профиту. Надеюсь, в этот раз сделочка закроется, потому что она была очень волатильная. Несколько раз доходила почти к стоп-лоссу, потом доходила к тейк-профиту, несколько пунктов не хватало, вкатывала. Ну, очень такая волатильная получилась сделка, но в любом случае закрылась по тейк-профиту. Вторая сделка по монетке АИ. Мы также сильно растем, но в какой-то момент начали такое небольшое нисходящее движение, либо же это откат, и понемножку подошли к уровню поддержки, от которого был сильный импульс. Сложилось впечатление, что здесь появился покупатель, и потенциально мы можем отрасти как минимум к зоне сопротивления, либо же куда-то повыше. На этом фоне мне показалось, что вот в этом накоплении трейдеры будут открывать лонговые позиции, и я попытался открыть шортовую сделку буквально на 1% движения вниз, чтобы собрать всех тех, кто заходил вот здесь в лонг. Но, к сожалению, движение идет против нас, и вполне возможно, что сейчас нас закроет по стоп-лоссу. Да, эта сделка закрылась в убыток. Открылся я по еще одной монете, увидел, что мы после сильного роста никуда дальше не идем, стали в боковик. Трейдеры видят, что движение вниз не происходит, мы понемножку плавно поджимаемся вверх и складывается впечатление, что движение может продолжиться. Здесь нет особо никакого страха, дают возможность трейдерам заходить на продолжение движения. Потому что резких импульсов здесь не происходит и довольно мы плавно идем, дая возможность трейдерам открыть позиции. Именно поэтому я решил здесь зайти в шортовую сделку и попытаться взять, наверное, обновление вот этого вот минимума. Похоже, и третья сделка у нас сейчас закроется по стоп-лоссу. Да. Открыл еще одну сделку. Тут мы видим, что монетка у нас растет. И после небольшого отката также продолжается рост. Были сильные импульсы,
небольшой откат выкупился и потенциально движение может продолжиться. Есть уровень на 81, к которому цена постепенно поджимается, и в теории может случиться пробой и продолжится движение. Мне кажется, трейдеры будут открывать позиции по тренду, ставить какой-то короткий стоп-лосс в 1-2% и потенциально брать лонговые позиции. Поэтому я открыл здесь шорт и, наверное, возьму какое-то небольшое соотношение 1 к 1, наверное, на обновление вот этого вот минимума. Так, увеличилась очень сильно волатильность на этой монете. И, к сожалению, нас забирает здесь по стоп-лоссу. Мне показалось, что здесь можно перезайти. У нас импульсом начинается движение вверх. И это сильный знак для продолжения движения. Вполне возможно, что трейдеры сейчас захотят открыть также сделки в лонг по рынку и попытаются запрыгнуть в это движение. А я на этом фоне хочу взять небольшой импульс вниз. Да, нас закрыло здесь также по стоп-лоссу. И, наверное, не нужно сильно увлекаться, нужно сделать перерыв, несколько стоп-лоссов в конце словили. Такое бывает, убыточная торговая сессия, поэтому буду делать перерыв. Останавливаемся с балансом в 1031 и пойду немножечко отдохну.